Всем огромный привет, друзья! У меня сегодня видео о пересадке орхидей. Но сначала мы с вами полюбуемся цветением моих фаленопсисов, которые у меня в этой локации представлены. И вы не поверите, это наконец-то летнее цветение, которое набирает обороты. Вы, конечно же, уже знаете, где какой фаленопсис, как расположен. Много раз я вам их показываю, часто показываю, но я не могу не поделиться этой красотой. Ребята, это просто вау! Особенно Сан-Франциско, я хожу вокруг него, как кот вокруг сметаны. Это невероятный букет невероятной красоты. И все это, девочки и мальчики, пробуженные после обрезки почки цветоноса. И вот так он красиво цветет. Он просто великолепен. Я сейчас гляну, просох он или нет. Нет, он еще влажный. У нас сейчас высокая влажность воздуха, так как ветер у нас с моря. И когда у нас ветер южный и порывистый, и дует с моря в сторону побережья, он приносит нам влагу. И орхидеи чувствуют себя великолепно. И их не надо часто поливать. Я люблю такие моменты, но сама я просто задыхаюсь, когда вот жарко и 78% влажности. Это бывает не часто, девочки, но бывает. Слушайте, ну все, я вам показываю эту принцессу. Ну вот она, растит с еще одной почки цветоносик. А здесь вот все никак не расстанется с этим букетом уже страшненьким. Но не буду же я их обрывать. Слушайте, Наташа даже, наша Наташа тоже в ударе. Посмотрите, у нее исторический максимум 3 бутона одновременно. Наташа Айко к вашим услугам. Сегодня я хочу протереть ее листики теми салфеточками, которые я приобрела для орхидей. Так, вижу здесь вот этот симпатичный биглипчик. Тоже вот нарастил. Видите, какую веточку с цветочками. Но он желтит лист, и там какая-то чернота в месте выхода цветоноса. В общем, картина не очень. Ребята, нужен срочно топсин. Вот именно в месте выхода цветоноса почернение, и лист начал отмирать. Ну, вероятно, какая-то присела инфекция. Вы знаете, вот он у меня не 1 год, много лет, и вот как-то все он хворает, все он никак не может прийти в себя, но постоянно цветет какими-то, знаете, такими этапами. То ему плохо, то ему прекрасно. Такой интересный. Так, моя арфа. Здесь один цветонос доцветает. Здесь еще один новый с бутончиками. А этот биглип, мелодия, я вам всегда его показываю. Не жалею, что я его приобрела. Он так меня радует бесконечным цветением в летний период. Начиная с ноября месяца он начинает радовать и радовать. Вот, смотрите, ребята, здесь еще один его цветонос. Но он отличается. Вот смотрите, этот цветонос, который прям возле окна. Окно у меня, видите, я еще опущу. Жарко. Там у меня кактус цветет. Кому хорошо, так это кактусу на этой жаре. И вот он здесь, цветонос такой, знаете, окрас немного отличается цветочков. Здесь он более яркий в тенечке. Вот там, где есть, прячется он за горшками, да, вот эти цветоносы, они совершенно другие. Совершенно другая краска в одновременное цветение. Можете себе представить, как освещение влияет на цветение. Так, кого вам еще показать? Наташу вам показала. Еще раз гляньте на Наташу. Восковый плотный цветок, потому что
у нее в роду есть фаленопсис гигантея. И вот структура, мне кажется, очень похожа цветка на цветок гигантея. И даже чем-то форма похожа. Ну, поправьте в комментариях, если я ошибаюсь. Тут у меня начинает цвести Dusty Belle. Уже аромат стоит невероятный. Вот это взрослое материнское растение. Девочки, я должна думать. Здесь хвои набросали своих цветочков. Прям середина. Вот это материнское растение. Новый лист доращивает, такой блестящий. А там есть еще, я вам показывала, и маленький ребеночек. Видите? Детеныш на стволе орхидеи. И вот этот цветоносик, сейчас я вам покажу какой, чтобы вам было понятно. Вот его листики торчат, этого детеныша, малыша. Вот этот маленький цветоносик, он оттуда идет. Этот цветоносик вот того детеныша, это его дебютное цветение. Он цветет впервые. Представляете, какая красота. Даже малыш решил дать нам такую вот, подарить радость. И смотрите, какой у него открылся, его самый первый бутон, его открылся вот таким вот, немножко странным. Видите, что происходит? Ну, дальше он исправился. Вот это самый его первый бутон, который он открыл. Я вообще подумала, что все такие цветочки будут с мутацией странной. Но нет, остальные он открыл нормальные. Ну, а мамочка дает уже цветонос более богатый. Так, доцветает Sunset Love у меня здесь. Так, а вы спросите, кого я собралась пересаживать? Ребята, у меня здесь есть орхидея, которую я давно хочу пересадить. Она, кстати, не из простых в плане пересадок. Здесь еще одна на очереди. Посмотрим. Эта орхидея давно у меня. Это интересная орхидея. Цветет такими мелкими цветочками. Не ароматная. По-моему, что-то розовое. Пинк. Забыла даже я, ребята, название, но она мультифлорка. Мультифлорка. И я смотрю, что вот она бы мне не мешала, если бы вот не эти корни, которые в разные стороны растут. И мне действительно мешает. Я пытаюсь выбрать ракурс, с какой стороны к ней подойти, чтобы было нормально видно. Чтобы мы с вами могли спокойно здесь расположиться, и нам было удобно и комфортно. В общем-то, очень долго... Как же она называется? В общем, пинк. Помню, девчонки, что пинк очень маленький цветочек. Ну, если я найду, я подпишу. У нее здесь уже достаточно много корней. Вот так это выглядит. Она очень долгое время начала вот она нижние свои старые листики желтить. Очень долгое время она вообще не хотела меня радовать. И у нее такая особенность, она при цветении сбрасывает бутоны, если ей что-то не нравится. Вот это мне не нравится, что она так поступает. Я хочу ее сегодня пересадить, спрятать корни. Так, это мой новый горшок. Я даже не сняла ее этикетку с этого горшка. Я хочу для нее попробовать закрытую систему с крупными кусочками коры внизу. Потом будет кора использоваться крупной фракции в самом низу горшка. Вот так я буду выкладывать. А выше уровнем будет использоваться кора мелкой фракции. И буду использовать вот живой мох. Он уже не совсем живой. У него уже год хранения в моих условиях. В условиях холодильника, на дверце холодильника при 5 градусах в кулечке, в пакете, в целлофановом. В общем, хочу вот такую посадочку воздушную для нее попробовать. И хочу впервые
использовать именно на этой орхидее вот эту вот польскую стимуляцию для корней. Здесь я уже посмотрела, есть вот такой клапан, который нужно повернуть для того, чтобы пользоваться этим средством. И еще я ни разу не пользовалась. Обязательно нужно перед использованием всегда все баллончики встряхивать. Так, смотрите, я хочу добраться до ее корней. Она вот только в таком виде начала нормально развиваться. Я пробовала для нее разные посадки. Ну вот этот корневой рост хаотичный меня не устраивает. Мне надо вот это все заправить в горшочек. Я высыплю сейчас. Здесь у нее мелкая достаточно кора, Ceramys. Она влажная. И есть некоторое количество, видите, коковолокно. Я его тоже, возможно, ну да, вот оно уже старенькое. Вот эти вот фрагменты коры из старой посадки я тоже буду использовать верхним слоем. Конечно же, старый мох мы заберем. Уберем здесь уставшие от жизни корни. А вы знаете, здесь даже есть, мне кажется, возможность ее обновить. Вот видите, вот этот вот фрагмент абсолютно сухой и безжизненный. Но вот эта вот вся корневая петля, это все один корень, вот он. Мы до него обрежем. Давайте сделаем вот так. Вот эту часть срежем. Эта часть достаточно неплохая, без черноты. И это радует. Можно убрать веломен вот с этих старых корней. Так, у меня здесь где-то было приспособление, при помощи которого я, ребята, уберу вот эти чешуйки. Мы с вами снимаем периодически листья пожелтевшие с орхидей. У меня как-то в комментариях пришел вопрос по поводу пожелтевших листьев. То ли на хвоях, то ли на орхидеях, вообще на растениях. Просто был вопрос задан, что вы думаете о пожелтении листьев? Что я думаю? Я думаю, что это есть на то разные причины для пожелтения листа. Вот в данном случае нижние листья, они просто отмирают из-за того, что завершился их жизненный цикл. Потому что у каждого листочка, у каждого корешка есть свой какой-то жизненный цикл. У орхидей, например, это может быть 2-3 года, и начинается отмирание листа. Лист стареет. Возможно, у хвои этот цикл меньше по времени, не знаю. Так, я уберу вот эти старые пеньки от цветоносов, потому что и старые высохшие корни. Вот здесь мне прям хочется обрезать, но я сделаю, да, сделаю то, что мне хочется. Главное, чтобы вот этот корень остался, на котором вот эта основная масса корней находится. Ну, здесь надо почистить. Этот корень частично пропавший, но низ этого корня, хотя он вроде живой, вроде бы живой. Даже я не знаю, что делать с этим корнем. Если я его обрежу, он разветвлился, частично пропал. Питает ли он орхидею или нет, вот этот вот корень? Либо ей будет достаточно оставшихся корней, как вы думаете? Что делать в этом случае? Рискнуть? Пойти на риск? Думаете, что вот это количество корней достаточно пропитать орхидею? Или нам оставить этот корень? Жаль, что не прямой эфир, мы бы с вами посоветовались.
Но я думаю, я его все же оставлю. Я его оставлю, хотя здесь прям есть такое, знаете, желание убрать. Так, вот тут еще чешуйки. Убрать, зачистить. Так, по возможности все, что ненужное, я счищаю. Но здесь этот корень прям удивительно, что он самый вот в самом низу. Так, для того, чтобы здесь обезвредить, я обычно использую перекись водорода. Сейчас я ее забыла, но я сейчас за ней схожу. Ребята, я пришла, открыла окно, потому что закрывала из-за того, что было шумно, но очень стало душно в комнате. И мне орхидеям стало нехорошо. В общем, я использую 3% перекись водорода. Она продается везде. Я хорошенечко вместо среза и вот эти вот все, где я поработала секатором, эти все места я обработала. Если где-то какая-то неприятная ситуация на стволике, перекись начнет даже шипеть. Но у нас вроде все нормально. Так, сейчас я здесь приберусь, и мы будем с вами примерять новое жилище для орхидеи. Так, пока орхидея вся тут в перекиси обсыхает, я ее так вот на горшочек расположила, ребята. Давайте пройдемся этим средством по корням. Ой, вот эти корни, которые мы собираемся опустить в посадку, мы их пробрызгаем. И можно даже пробрызгивать шею орхидеи этим же средством для стимуляции роста новых корней. Так, где моя кора? Еще парочку коринок вниз я положу. И размещу корни орхидеи. Здесь немножко, знаете, есть такой нюанс. У нее корни прямо сейчас идут без всякого средства из шеи орхидеи. И прям просится. Кстати, можно вот этот ювенильный листик убрать. Но он мне так нравится. Он такой зелененький, такой хороший. Пусть он останется. Ничего нет лишнего. Ни у людей, ни у растений, если говорить об органах. А лист — это тоже орган орхидеи. Так, ну вот этот листик уже начинает портиться, но я ничего не убираю. Вот этот корень я отправлю сюда. Я ее немножко углублю, чтобы она, конечно же, могла там хорошо закрепиться новыми корнями, которые идут из шеи. И, конечно же, я буду использовать живой мох, чтобы он помогал. Так, я буду фрагментами прокладывать вдоль стенок горшка, чтобы он помогал тянуть влагу с самого низа. Я буду наливать не замачиванием, а просто наливать буду воду где-то на 1,5-2 сантиметра вниз горшка. И мне нужны фитили, пока корни еще, хотя некоторые корни уже достают до низа, это тоже хорошо. Но я вот с двух сторон буквально использую живой мох. И желательно живой мох располагать в таких посадках шапочками вверх. О чем я только сейчас вспомнила. Ну, раз я вспомнила, я этой информацией, девчонки и мальчишки, с вами тоже охотно поделюсь. Вот, хотите шапочки уже не зелененькие, но вот они есть. И я думаю, что во влажной среде они начнут расти. Будет очень красиво. И это очень красиво бывает, когда у нас стеклянная ваза. Ну и так тоже неплохо. Так, я здесь на полу. Мне не очень удобно, но нормально. Зато
с вами всегда весело. Одному как-то очень скучно пересаживать. Вот мы с вами уже 20 минут, и посадочка уже готова. Я хотела еще одну пересадить орхидею, но думаю, что я уже в следующий раз это сделаю. Смотрите, и я зря этот лист не убрала. Я его уберу все же, потому что слишком низко получилось. Слишком низко, я его убрала. Как бы мне не было жаль, но я его убрала. Я срываю остаток листа, того маленького. Так, надеюсь, что она на меня не обидится, ребят. Все будет хорошо. Вот в процессе все происходит. Бывает, думаешь, сделаю так, а потом раз, и совершенно может быть совсем по-другому. Я думаю, мха будет достаточно. Зная ее характер, много лет мы бок о бок с ней пробовали разные варианты посадок. Вот в посадке предыдущей она более-менее начала расти. Надеюсь, что здесь сейчас она тоже не станет упорствовать и ей понравится. Вот так вот. Она, понимаете, и попить не прочь, но и сильные переливы и сильную влажность она не очень любит. Так, все. Кусочки крупной фракции у меня закончились уже давно. Посадка воздушная получилась. Я немного добавлю наверх кусочков из ее коры. Кора здесь у нее использовалась неплохая, поэтому я повыбираю. Кто-то, возможно, скажет, что это не совсем правильно, но а с другой стороны, это и есть правильно. Тут орхиата очень крупные, хорошие кусочки, но они не сильно крупные, но они такой средней фракции, как раз для верхнего слоя подойдут. Просто мы немножечко накроем верхние корешки более мелкой корой, и здесь попадаются кусочки кока-чипсов. Ну, кока-чипсы. И на этой коре живет микрофлора. Смотрите, очень хорошо получается. Она растит новый листик. И я думаю, что лишнего не будет. Буквально через дней 10 эта микрофлора полностью заселит эту новую посадку. И орхидея будет чувствовать себя как у себя дома. В общем, друзья мои, вот такая вот сегодняшняя пересадочка этой прекрасной орхидеи. Горшочки купила вот такие прозрачные, немножко слегка матовые. Люблю обычно полностью прозрачные, но в наличии были только вот такие и точно такие, только красные, зеленые, желтые. Я не люблю. Пусть будут прозрачные, орхидеи должны фотосинтез свой, так сказать, включать и на корнях, потому что в темноте фотосинтеза проблематично с фотосинтезом, когда темные горшки, это касаемо эпифитов. Так, ну что, а эту красоту оставим на следующий раз. Посмотрите, какая красота. В следующем видео, уже завтра, мы с вами пересадим эту черничную прелесть этого биглиба. Я его называю черничное варенье. Это Charming Panda. А здесь я еще немножечко повыбираю кусочки получше. А все, что осталось, у меня всегда сохраняется, перебирается и отправляется в посадку к бульбовым орхидеям после обработки. Чем можно обработать старую кору, старый субстрат, если он не совсем разложился? Это можно сделать при помощи какого-нибудь замачивания в каком-то виде фунгицида. Очень хорошо это сделать
с фитоспорином. Развести фитоспорин, на пару часиков замочить кору, потом ее просто разложить и высушить. Вот так вот на разносике. Вот, ребята, вверх пока мох я не укладываю для этой орхидеи, потому что я буду наблюдать, как она будет себя чувствовать в закрытой системе. Первый полив я сделаю завтра утром, пока еще тургор позволяет. И этот полив будет замачиванием, так как здесь очень крупные кусочки коры. Я налью вот так вот почти полный горшок, оставлю минут на 20, а может быть и меньше, и потом просто вылью. В общем-то, это такие первые действия, которые необходимо произвести с новой неразработанной корой. Эта кора уже, которая была в посадке, она уже разработана, все хорошо. И в первых поливах я буду использовать фунгициды. И вообще летом, для того, чтобы орхидеи наши чувствовали себя хорошо, при поливе, ребят, используйте фунгициды, желательно биологические. Я сейчас все поливы делаю с микохелпом и не кормлю в жару, в высокие температурные пики летом и в низкие пики зимой. Желательно не давать сильную нагрузку для растений. И поэтому вот если уж чем-то охота побаловать орхидею и не навредить, это ни в коем случае не стимуляторы, не удобрения. Это лучше какой-нибудь доступный для вас биофунгицид в небольшой концентрации. В моем случае это микохелп. В прошлом году мы все лето прожили на фитохелпе. Фитохелп у меня закончился, я купила микохелп. Ну, мне так показалось, что по действию, по результату микохелп, он триходерму содержит, и это как-то вот мне, ну вот больше понравился микохелп, нежели фитохелп. Хотя, по-моему, надо почитать состав, ребят, но вот микохелп мне понравился больше. Напишите, какие фунгициды используете вы, кроме вот этих тяжелых химических. Так, сейчас надо еще протереть Наташе листья. Так, ребята, я еще не прощаюсь. Давайте откроем салфетки вот эти и протрем листики. Я увидела, что у Наташи листья такие не очень. И она один лист сбросила, что, видимо, не хватает ей питания или что. Ну, у нее очень вот большой красивый лист. Все-таки, я вам говорю, там гигантея у нее. И вот я попробую салфетки, которые... Тут одна салфетка, которые предназначены для протирки. Ой, знаете, чем они пахнут? Спиртом. Они пахнут спиртом. Хо-хо-хо-хо. Их можно, я думаю, разрезать на несколько частей, чтобы использовать для нескольких орхидей. Ну, вот такой вот размер этой салфетки. Она пропитана. Ой, знаете, это такое ощущение, что там аммиак. Ой, хотя написано было, что надо, по-моему, с одной стороны протирать, а я по привычке протерла и с нижней стороны. Будем с верхней только стороны протирать. В общем, вот так вот это выглядит. Так, вот теперь красивая Наташа. Вся блестит. Вся блестит. Испробовали на ней новую салфетку. Ой, девочки. Конечно, было бы здорово, если бы были эти салфетки доступные, и их было много в пачке. Все, красивый лист очень. Все, возвращаю на место эту прелестницу.
Посмотрю, понаблюдаю. Вдруг ей не понравится такое мое вмешательство. А может быть и ничего. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Будьте счастливы. Позитивного вам настроения. Прекрасного самочувствия вам и вашим растениям. Показываю и не рассказываю. Это же Лека Фантастик, который вот здесь очень так красиво входит в свое летнее цветение. Красавчик. Девочки, такой цвет из-за зеленых штор. Полумрак. Все, обнимашки. Всем пока. Так, девочки, мальчики, кто еще остался? Я со всеми попрощалась. Ну, в общем, вот эта ж орхидея. Кстати, тоже уже надо заправлять корни. Биглипчик вот такой. Я его подписала как Манта Рамблан. Не знаю, так мне подсказали. В общем, я сняла вот этот лист. Он там, кстати, был уже частично снят. Ну и что я здесь увидела? Ну вот смотрите, кому интересно, вот так это выглядит. Но мне кажется, что это не такая уж и большая проблема. Здесь присохшие. Видите, такая вот чернота, не мокнущая, а подсохшая. И я сейчас возьму топсин, я обмакну кисточку в водичку и в топсин, и сделаю кашку, и просто этот участок помажу, нанесу сюда кашечку топсина. Ничего я не режу, ничего не делаю. Топсин проникает в соки растения, разносится по всему растению, тем самым проявляя свои фунгицидные действия. Стоком растительного сока. Как это правильно сказать? Ну, в общем, вы поняли. Идет сокодвижение по всему растению, и топсин впитывается и разносится по всему растению, попадая во все части растения. Ну, наверное, кроме, а может быть, даже и в бутоны и цветы. Все возможно. Думаю, что да. Вот у меня банка с топсином. Топсин М. Вот здесь немножечко порошка. Я намочу кисточку. Просто если много воды добавить, то получится очень жидкая концентрация. А мне нужно, чтобы это было как можно гуще. Ну вот так я делаю, потом крышечку сполосну. Даже и сейчас я сделала жидковато. Ну, в общем, что будем делать? А будем вот так штукатурить, обмазывать. Вот. Опять собираю. И вот со всех сторон это все виной новый цветонос, который вышел. Видите? Мне нравится использовать топсин. Можно сделать следующий полив с его использованием. Ну, вот таких вот действий бывает достаточно для того, чтобы купировать вот эту неприятность. Вот уже надо орхидею обновлять. Видите, уже какая шея без листьев, со старой корневой. Вот отцветет, и мы с вами займемся долгими осенними вечерами, потому что она цветет долго. Здесь хоть в этот раз в летнем цветении 6 цветочков, но она долго их будет держать, если вдруг никакой форс-мажор не случится. Вот так вот. Можно сделать концентрацию гуще. Это будет даже лучше. После, когда здесь это место высохнет, прям образуется такая, знаете, защитная корка. А сейчас, пока это все дело впитывается, попадает в сок растения. Вот такой вот способ, придуманный любителями орхидей и не прописан в инструкции к этому препарату. Так сказать, ноу-хау орхидеи Любов Архаманов. Так скажу, ноу-хау Архаманов. Аккуратно с этим препаратом. Желательно
чтобы не попадала никуда в пищу. Все-таки присутствует класс опасности. Вот так, друзья. А теперь обнимашки вам всем, а ей выздороветь поскорее. Ну и не думаю, что она заболела. Это такой легкий испуг.